Представьте здание стоимостью в десятки миллионов долларов. Каждый месяц арендаторы переводят деньги его владельцу. Внутри работают управляющие компании, подрядчики, брокеры. Кто-то построил этот объект, кто-то его финансировал, кто-то занимается эксплуатацией. И возникает простой вопрос, кто именно здесь зарабатывает деньги? На первый взгляд ответ очевиден – владелец здания. Но если посмотреть внимательнее, окажется, что само здание денег не зарабатывает. Зарабатывает экономическая система, построенная вокруг него. Именно поэтому один и тот же объект недвижимости может одновременно быть источником дохода для совершенно разных компаний. Начнем с самого понятного – аренды. Допустим, коммерческий объект приносит владельцу 1 миллион долларов арендной выручки в год. Очень легко посмотреть на эту цифру и сказать: отличный бизнес, миллион долларов прибыли. Но нет, между арендатором и прибылью владельца находится целая гора расходов. Здание нужно обслуживать, ремонтировать, страховать в зависимости от структуры владения, оплачивать коммунальные расходы, управлять объектом, платить налоги и другие обязательные расходы. Часть помещений может пустовать. Иногда приходится тратить деньги на поиск новых арендаторов, ремонт помещений перед их заселением или серьезные капитальные работы. Поэтому правильнее представить денежный поток примерно так. Арендатор платит деньги, объект получает выручку, из нее оплачиваются расходы, формируется операционный результат. После остальных обязательств остается денежный поток собственника. Именно поэтому недвижимость – это не просто владение квадратными метрами, это управление денежным потоком. И здесь есть важный момент, который часто теряется за красивыми цифрами. Выручка – это еще не прибыль. Если здание получает миллион долларов в год, это не значит, что собственник может просто забрать миллион себе. Представьте обычный бизнес с рестораном. Если ресторан получил 100 тысяч долларов выручки, мы ведь не говорим, что владелец заработал 100 тысяч. Есть продукты, зарплаты, аренда, электричество, ремонт, налоги и множество других расходов. С недвижимостью происходит то же самое, просто вместо кухни и официантов у нас инженерные системы, арендаторы, ремонт, обслуживание здания и эксплуатационные расходы. А теперь появляется еще более интересный вопрос. Кому достаются остальные деньги, связанные с этим объектом? Допустим, собственник нанял управляющую компанию. Для владельца ее услуги – расход. Для управляющей компании – доход. Брокер организовал сделку. Для владельца или покупателя комиссия – расход. Для брокера – выручка. Подрядчик построил здание или сделал капитальный ремонт. Для собственника это затрата. Для подрядчика – бизнес. Получается довольно необычная картина. Одна и та же денежная операция может быть расходом для одного участника и доходом для другого. И вот здесь мы начинаем понимать настоящую масштабность рынка недвижимости, потому что один объект может создавать не один денежный поток, а целую сеть потоков. Но самое интересное начинается еще до того, как в здании появляется первый арендатор. Потому что иногда компания зарабатывает на недвижимости еще тогда, когда самого готового объекта фактически нет. Представьте участок земли. На нем пока ничего нет. Нет офисов, нет магазинов, нет арендаторов, есть только земля. Девелопер покупает ее и начинает превращать этот участок в готовый экономический актив. Сначала появляется проект, затем необходимые разрешения, потом строительство. Параллельно организуется финансирование проекта, нанимаются подрядчики, закупаются материалы. После завершения строительства начинается поиск арендаторов. И только потом перед нами появляется тот объект, который мы привыкли видеть в обычной жизни. То есть девелопер на самом деле продает не просто бетон и кирпич. Он создает актив, который должен иметь экономическую ценность. Допустим, условный проект выглядит так. Земля стоит 10 миллионов долларов. Строительство и другие расходы требуют еще 30 миллионов. В итоге проект обходится примерно в 40 миллионов. Если после завершения строительства готовый объект рынок оценивает значительно выше этой суммы, возникает экономическая разница.
Но здесь важно не попасть в ловушку красивых цифр. Если объект оценили в 50 миллионов, это еще не значит, что девелопер получил 10 миллионов долларов наличными. Потенциальная стоимость – это не то же самое, что реализованная прибыль. Чтобы превратить стоимость актива в реальные деньги, его можно продать либо использовать другой допустимый способ реализации созданной стоимости. И здесь мы подходим к одному из самых интересных вопросов всей модели. Откуда вообще берутся деньги на создание таких проектов? Потому что компания может контролировать объект стоимостью 100 миллионов долларов, не имея 100 миллионов собственных денег. Именно здесь появляется финансирование. Но финансирование недвижимости – это гораздо более широкое понятие, чем просто кредит. Проект может финансироваться собственными средствами владельцев, капиталом партнеров, инвестициями участников проекта или различными структурами, основанными на реальных активах. Допустим, есть проект стоимостью 10 миллионов долларов. Компания вкладывает 3 миллиона собственных средств. Остальные 7 миллионов могут быть привлечены от других участников в рамках соответствующей структуры. Если это партнерство, участники делят между собой результат проекта согласно заранее установленным условиям. Если используется торговая или арендная модель, экономическая конструкция будет другой. Но здесь необходимо провести важную границу. В конвеншнл финансовой системе недвижимость очень часто финансируется с помощью денежных займов под заранее установленный процент. С точки зрения исламских финансов риба, то есть заранее обусловленный процент по денежному займу, является запретным источником дохода. Поэтому в нашем разборе мы можем объяснять, как реально устроен конвеншнл рынок и какие механизмы там используются, но это не означает, что каждый существующий механизм является допустимым с точки зрения шариата. Исламские финансовые модели могут использовать другие принципы – партнерство, торговлю реальными активами, аренду и другие допустимые конструкции. И это очень важное различие, потому что вопрос должен звучать не только «сколько денег заработала компания», но и «на какой операции она заработала эти деньги». Два проекта могут стоить одинаково, приносить одинаковую выручку и при этом иметь совершенно разную финансовую структуру. Именно поэтому, когда мы говорим о том, как компании зарабатывают на недвижимости, важно разделять экономический механизм и допустимость конкретного способа его реализации. Но вернемся к самому объекту. Допустим, здание уже построено, арендаторы найдены, денежный поток идет. Почему тогда стоимость здания вообще может меняться? Кирпичи те же, бетон тот же, лифты работают так же. Почему вчера объект стоил 20 миллионов, а сегодня его могут оценивать в 25? Потому что рынок оценивает не только физический объект, он оценивает будущую экономическую способность этого объекта генерировать деньги. Представьте два одинаковых офисных здания. В первом помещении почти полностью заняты. Арендаторы платят хорошие ставки, район развивается, рядом строится транспортная инфраструктура, во втором половина площадей пустует. Крупный арендатор собирается съехать, а рядом появляется несколько новых офисных центров. Физически здания могут быть очень похожими. Экономически это уже два совершенно разных актива. Для коммерческой недвижимости здесь особенно важен показатель НОЙ – чистый операционный доход. Не нужно пугаться термина. По сути, это то, что объект генерирует после основных операционных расходов, но до некоторых последующих финансовых и других обязательств. Теперь представим, что объект стабильно создает 1 миллион долларов НОЙ в год. Если рынок оценивает подобные активы, исходя из требуемой доходности около 5%, такой денежный поток может соответствовать стоимости примерно 20 миллионов долларов. Если же требуемая доходность становится 10%, тот же самый миллион уже соответствует примерно 10 миллионам. Само здание не изменилось. Изменилось то, сколько рынок готов заплатить за будущий денежный поток. И вот здесь становится понятно, почему недвижимость тесно связана с экономической ситуацией. Если спрос на аренду растет,
ставки увеличиваются, объект становится более заполненным, а его операционный доход растет, стоимость актива тоже может увеличиваться. Но работает и обратная сторона. Если спрос падает, арендаторы уходят, вакантность растет, расходы увеличиваются, а доход уменьшается, стоимость объекта может снижаться. Причем здание может продолжать приносить деньги, просто уже не столько, сколько раньше. И это очень важная мысль. Недвижимость может быть прибыльной и одновременно терять в стоимости. И наоборот, стоимость объекта может увеличиваться, хотя собственник в данный момент не получает больше наличных денег. Потому что стоимость и текущий денежный поток – это связанные, но все-таки разные вещи. И вот теперь давайте на секунду остановимся. Потому что я хочу задать вам вопрос уже не как автор этого видео, а просто как человеку, который смотрит на всю эту систему со стороны. Представьте, что у вас уже есть такой бизнес. Не идея, не бизнес-план, не мечта, а реально работающий актив, который уже приносит вам деньги каждый месяц. Допустим, после всех расходов у вас стабильно остается 10 тысяч долларов в месяц или 20 тысяч. Что бы вы делали с этими деньгами? Вы бы снова вкладывали их в тот же бизнес, покупали бы следующий объект, расширяли бы компанию, создавали бы еще один источник дохода, или наоборот, решили бы, что бизнес уже достаточно большой, а теперь часть денег пора направить на собственную жизнь, сделать ее комфортнее, больше путешествовать, улучшить жилье, дать больше возможностей своей семье. И вот здесь, мне кажется, начинается уже совершенно другой интересный вопрос. Сколько человеку вообще нужно в месяц, чтобы закрыть свои реальные потребности? 5000 долларов? 10? 20? А может быть, после определенного уровня дополнительные деньги уже не дают такого же ощущения качества жизни? Подумайте об этом и напишите в комментариях, сколько, по вашему человеку, действительно нужно ежемесячно для комфортной жизни и что вы делали бы с 10 или 20 тысячами долларов пассивного дохода. Мы обязательно посмотрим ваши ответы. А теперь возвращаемся к недвижимости, потому что у работающего объекта есть еще одна особенность. Риск никуда не исчезает только потому, что объект уже построен. До сих пор наша модель выглядела довольно красиво. Купили землю, построили, нашли арендаторов, получили денежный поток, стоимость выросла. Все заработали, но рынок не подписывал договор о том, что все будет происходить именно так. Недвижимость не является машиной, которая автоматически печатает деньги. Представим офисное здание, которое почти полностью занято. А потом несколько крупных арендаторов сокращают свои площади или вообще переезжают. Здание осталось, лифты остались, система вентиляции осталась. Налоги и обслуживание никуда не исчезли, а часть дохода пропала. Собственнику приходится искать новых арендаторов, иногда снижать цену, предоставлять дополнительные условия или вкладывать деньги в ремонт помещений. И получается неприятная ситуация. Доход уменьшается, а расходы не обязательно падают пропорционально. Есть и другой риск – капитальные расходы. Крыша не спрашивает владельца, хороший сейчас год или плохой. Инженерные системы стареют. Оборудование выходит из строя, фасад требует ремонта. Лифтовая система требует обновления, и иногда крупный расход возникает именно тогда, когда денежный поток объекта уже находится под давлением. Есть и рыночный риск. Можно купить объект в районе, который сегодня выглядит очень перспективным, а через несколько лет ситуация меняется, появляются конкуренты, меняется инфраструктура, крупный работодатель закрывает офис, население начинает сокращаться. Изменяется спрос, и объект, который несколько лет назад выглядел очень привлекательным, может оказаться гораздо менее ценным. Причем рынок в целом может выглядеть нормально, а конкретный район уже нет. Это одна из особенностей недвижимости. Она очень локальна. Дом, который находится в одном районе, и дом в нескольких километрах от него могут находиться совершенно в разных экономических условиях. И поэтому хороший бизнес в недвижимости – это не просто купить красивое здание. Нужно понимать, почему люди будут продолжать платить за использование этого здания через 5, 10 или 20 лет. А теперь соберем всю систему. Под одним словом недвижимость на самом деле скрывается несколько разных бизнес-моделей. Первое – владение и аренда.
Компания владеет объектом, сдает его в аренду и получает денежный поток после расходов. Вторая – покупка, улучшение и продажа. Компания приобретает объект, повышает его экономическую ценность за счет ремонта, управления, изменения использования или других действий, а затем продает его. Третье – development. Компания создает новый объект из земли, капитала проектирования и строительства. Четвертое – управление. Компания может вообще не владеть зданием, она просто управляет чужим объектом и получает плату за свою работу. Пятое – брокерский бизнес. Компания помогает продавцу и покупателю найти друг друга и организовать сделку, получая комиссию. Шестая – строительство и обслуживание. Подрядчики зарабатывают не на владении объектом, а на создании и поддержании его физической инфраструктуры. И, наконец, есть изменение стоимости самого актива. Если объект становится более ценным благодаря росту дохода, спроса или улучшению экономических условий, собственник может получить экономический результат при продаже или через другой допустимый способ реализации стоимости. Но ни одна из этих моделей не существует отдельно. Именно это делает недвижимость интересным бизнесом. Возьмем один торговый центр. Девелопер создает его, подрядчики строят, собственник владеет, управляющая компания занимается эксплуатацией, брокеры находят арендаторов, арендаторы платят за помещения, посетители приходят покупать товары и услуги, и весь этот поток денег в конечном счете связан с одним физическим объектом, но теперь становится понятно и другое. Не обязательно владеть зданием, чтобы зарабатывать на недвижимости. Можно строить, можно управлять, можно сдавать, можно организовывать сделки, можно создавать экономическую ценность объекта, можно инвестировать в допустимые структуры, связанные с реальными активами. Именно поэтому рынок недвижимости настолько огромен. Он включает не только владельцев домов и квартир. Вокруг недвижимости существует целая экосистема компаний. И если посмотреть на нее сверху, становится видно главное. Недвижимость зарабатывает деньги не потому, что здания просто стоят на земле и со временем становятся дороже. Деньги возникают из использования актива, из аренды, из деятельности арендаторов, из управления, из строительства, из создания новой стоимости, из сделок, из правильно организованного капитала, из способности объекта генерировать будущий денежный поток. Но есть еще одна важная граница. Нельзя сказать «недвижимость всегда растет». Нельзя сказать «любое здание обязательно приносит прибыль». И уж тем более нельзя сказать «если есть недвижимость, деньги будут приходить автоматически». Нет. Все зависит от того, сколько объект приносит, сколько стоит его содержание, насколько устойчив спрос, насколько грамотно организован проект и на каких условиях привлечен капитал. И отдельно нужно оценивать допустимость финансовой конструкции, потому что высокая доходность сама по себе не превращает запрещенную операцию в разрешенную. Для исламского подхода важен не только результат, но и сам путь получения дохода. Поэтому, когда мы говорим о том, как компании зарабатывают на недвижимости, правильный вопрос звучит не «как получить максимум денег», а скорее «как создать реальную экономическую ценность и получить доход от допустимой деятельности». И вот теперь мы можем вернуться к тому самому зданию из начала нашего разговора. Перед нами объект стоимостью десятки миллионов долларов. На первый взгляд, просто стены, этажи, окна и земля. Но внутри него работает целая экономическая система. Арендаторы платят за использование пространства. Управляющие компании получают оплату за управление. Подрядчики получают деньги за строительство и ремонт. Брокеры – за организацию сделок. Собственник получает результат от эксплуатации объекта. Девелопер может заработать на создании самого актива, а инвесторы и партнеры могут участвовать в капитале проекта через соответствующие допустимые структуры. И вот здесь становится понятен настоящий ответ на наш первоначальный вопрос.
На недвижимости зарабатывает не кто-то один. Зарабатывает тот участник, который создает ценность в своей части этой системы и правильно организует ее экономику. А насколько хорошо работает весь проект, в конечном счете определяют несколько вещей. Сколько денег способен генерировать объект, сколько стоит его содержание, насколько устойчив спрос, какова стоимость капитала, какие риски принимает на себя бизнес и, самое главное, на какой реальной экономической операции основан доход. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите большой офисный центр, торговый комплекс, гостиницу или жилой проект, можно посмотреть на него немного иначе. Не просто как на большое количество бетона, стекла и земли, а как на экономическую систему, в которой десятки разных решений превращают физический объект в работающий бизнес. И, возможно, именно это и есть самая интересная часть недвижимости. Не то, сколько стоит само здание, а то, сколько разных способов создавать реальную экономическую ценность может существовать вокруг одного здания. И если у вас уже есть бизнес, который приносит вам деньги каждый месяц, вопрос становится еще интереснее. Вы бы продолжали масштабировать его? Или в какой-то момент решили, что денег уже достаточно, и теперь пора начать покупать не новые активы, а больше свободы для собственной жизни? Напишите свой вариант в комментариях. И перед тем, как перейти к следующей части, не забудьте поставить лайк, если вам интересен такой разбор реальной экономики бизнеса, потому что дальше мы можем разобрать уже другие отрасли и посмотреть на те же самые вопросы. Откуда в них вообще берутся деньги? Кто получает основную часть выручки? И за счет чего компания превращает обычный продукт или услугу в большой бизнес?